Ну и еще кое-какие впечатления про Португалию. Кафешки, смотрите, там нету, по крайней мере, далеко не везде, скорее нет, чем да, я точно не знаю, может быть здесь запрещены игры, игровые автоматы, казино и так дальше, не знаю точно. Но в кафешках нету этих игровых автоматов, такого засилья прям нету этих лотерей и агентов, бегающих с лотереями тут и там, прям шныряющих, такого нету. При этом цены в кафешках дешевле, причем, что удивительно, не знаю, мне так показалось, при приближении к Лиссабону становится еще дешевле и очень даже доступно. Что касается еще кафешек, то вот очень радует тот факт, я читал в Википедии, что у португальцев высокий уровень владения английским, так вот этот факт очень радует на самом деле. И причем этот уровень владения английским настолько силен у них, что иногда, очень часто я становлюсь в тупик, прихожу в тупик после уже второй, третьей фразы, быстро сказанной этими барменами или просто какими-то людьми. Но и это еще не все. Довольно многие на самом деле знают здесь и португальский, и английский, и итальянский, и французский, и испанский. Может быть не все, но в разных комбинациях довольно много людей, я уже сталкивался, знают они. То есть португальцы такие полиглоты на самом деле. Не сказал уже в каком-то видео про апельсины. Вот апельсины здесь на каждом углу с мандаринами, да, и никто не жмотится. Они прям целыми улицами стоят деревья, висят эти мандарины, апельсины. Вот и не мандармоны, как это во Франции, в Испании, в Италии, а именно апельсин и мандарины хорошие, классные, которые съедабельные вполне себе. Что касается как бы проблем, то мне кажется, проблема у португальцев есть как минимум одну, я уже знаю. Это очень многие на самом деле носят очки. Я не знаю, с чем это связано. Не видел тут много магазинов оптика. По крайней мере, их гораздо меньше, чем в Польше. Вот, но очень много людей. И особенно в этом плане мне запомнился город Эвора. Там прям я сидел в кафешке и буквально из, там, не знаю, 15 человек посетителей, человек 12, наверное, было вот в очках. Не знаю, с чем это связано. Ну и нельзя еще раз замечу, вот это вот простодушие, добродушие португальцев, которое нельзя не заметить, оно бросается в глаза. Даже на фоне очень добродушной Испании это бросается в глаза. Вот сейчас опять был случай, я пришел в кафешку, я даже не успел спросить, я даже ничего не хотел говорить, потому что я, ну, как бы, классно был, сытый, не голодный, как бы, вот. Но мне сказали, ты будешь есть? Я сказал, у меня денег нет. Мне сказали, не-не-не, денег не надо, вот. И принесли раз, принесли два, принесли три. Я так понимаю, что в Португалии все люди читали «Алхимика», вот, и относятся поэтому к путешественникам очень хорошо. Я думаю, даже каждая собака знает здесь «Алхимика», вот, и поэтому они сильно не лают. Кстати, собак в Португалии, мне кажется, поменьше будет, чем в Испании, вот, но еще есть разница, что многие из них бегают просто по улицам или даже во дворах, они просто бегают не привязанные, хотя в Испании тоже во дворах бегают не привязанные, но как-то в Португалии более свободно себя чувствуют собаки, мне кажется, вот, ну, хотя их на самом деле гораздо меньше. Про уровень жизни я спросил, почитал, минимальный размер оплаты труда 820 евро. Ну, это как бы ни туда, ни сюда, но, скажем так, лучше, чем в Черногории. По индексу человеческого развития, кстати, Португалия тоже в 40 лучших стран мира входит, недалеко отстала от той же Испании, которая на 27-м, по-моему, месте. Вот, поэтому, ну, здесь все хорошо, в этом плане все хорошо, и по мере приближения к Лиссабону, как бы, инфраструктура становится все лучше и лучше. Ну и, конечно, есть разница, как в принципе и везде, есть большая разница между богатыми людьми и бедными, вот, но в целом, я думаю, что достаточно неплохо здесь живут все, на самом деле. Я, если честно, ожидал худшего. Меня подготовили к тому, что должно быть как бы лучше, чем я ожидал. Вот. Я думал, что будет хуже, чем я ожидаю. Но в целом это где-то одно на одно и приходится.